Венеция – один из тех городов, в который невозможно приехать всего один раз. Кажется, что здесь за каждым поворотом тебя ждет что-то новое. Тихий канал, старинный мост, уютная площадь или дворик, который не найти ни в одном путеводителе. Сегодня я приглашаю вас прогуляться вместе со мной по Венеции и увидеть не только ее знаменитые достопримечательности, но и места, которые часто остаются за пределами туристических маршрутов. Мы увидим знаменитые каналы и гондолы, заглянем в старый район венецианского гетто и откроем для себя удивительные сады, которые скрываются среди каменных стен этого города. А еще мы посетим одну из самых красивых и необычных церквей Венеции – Санта-Мария-дей-Мираколе. Ее название переводится как «Святая Мария чудес», и с этим местом связано немало красивых историй и легенд. Многие женщины приходят сюда не только полюбоваться ее удивительной архитектурой, но и загадать самое сокровенное желание. Поэтому, девушки, если у вас есть мечта, которую вы давно храните в сердце, сохраните ее до этого момента. А когда мы окажемся там вместе, обязательно загадайте желание. И на канал тоже подпишитесь. Мало ли, вдруг венецианская магия работает именно так. Большинство путешественников прибывает в Венецию на железнодорожный вокзал Венеция-Санта-Лучия. И уже с первых минут город напоминает, что это совсем необычное место. Со мной здесь произошел забавный случай. Когда я впервые приехала в Венецию несколько лет назад, я вышла из вокзала, и меня сразу спросили, не хочу ли я взять такси. Я растерялась и подумала, какое еще такси? Ведь вокруг вода и каналы. И только через несколько секунд до меня дошло, что речь шла не об обычном автомобиле, а о водном такси-лодке, которая доставит вас практически в любую часть города. Наверное, именно в этот момент я окончательно поняла, что Венеция – это город, где все устроено совсем иначе. Прежде чем мы начнем наше путешествие по Венеции, давайте сразу разберемся, как сюда добраться и как вообще передвигаться по городу. Я, как вы уже знаете, приехала сюда на поезде, и это, пожалуй, один из самых удобных способов. Поезда прибывают прямо в центр города, и ты буквально сразу оказываешься в Венеции без лишних пересадок. Если же вы приезжаете автобусом или на машине с материка, то все маршруты заканчиваются на площади Пьяццале Рома. Это главный транспортный узел перед исторической частью города. И попасть в центр оттуда очень просто. Достаточно перейти современный мост Конституции, который соединяет автобусный терминал с районом вокзала. Дальше все становится совсем другим. В Венеции нет машин, нет дорог, только каналы и мосты, что делает город невероятно удобным для пеших прогулок. А если же все-таки нужно воспользоваться транспортом, то здесь ходят вапоретто. Это такие водные автобусы. Один разовый билет стоит примерно 9-10 евро и действует около 75 минут. Но если вы планируете активно передвигаться, выгоднее взять дневной или многодневный проездной. Например, 24-часовой стоит 25 евро, а трехдневный – 45 евро. Есть и водные такси, они более приватные и быстрые, но, конечно, дорогие. По городу поездка обычно стоит примерно от 60 до 80 евро. А трансфер в аэропорт может доходить до 150 евро. И, конечно, самый атмосферный вариант – это гондолы, но они больше для прогулок и впечатлений, чем для реального передвижения. Официальная цена – 90 евро за 30 минут днем и дороже вечером. Есть еще один очень местный и недорогой способ – это трагетто. Это такие большие гондолы, на которых жители переправляются через большой канал в места, где нет мостов. В городе есть всего 7 таких переправ. Стоит это около 2 евро, и это очень быстрый и аутентичный способ почувствовать город как местный. Венеция – один из самых известных городов Италии. И, конечно, многие здесь уже бывали, и этот город часто кажется очень туристическим и знакомым по картинкам. Но я всегда стараюсь находить в таких местах что-то аутентичное и показать настоящую жизнь города.
И сегодня я хочу начать свое путешествие с одного из самых интересных и исторических районов Венеции – Канареджо. Именно здесь находится старейшее еврейское гетто мира – Венецианское гетто. Район находится совсем рядом с железнодорожным вокзалом. От станции сюда можно дойти примерно за 10-15 минут пешком, поэтому именно с него я решила начать свое знакомство с городом. Канареджо сильно отличается от остальной Венеции. Здесь меньше туристов, более спокойная атмосфера, а за красивыми фасадами открываются страницы истории, о которых знают далеко не все. Именно здесь находится знаменитое Венецианское гетто, место, которое сыграло важную роль не только в истории Венеции, но и в мировой истории. Интересно, что само слово «гетто», которое сегодня известно во всем мире, появилось именно здесь. Оно произошло от названия литейных мастерских, которые когда-то находились на этом островке. Позже это слово начали использовать и в других странах. История этого места началась более 500 лет назад. В 1516 году власти Венецианской республики приняли решение выделить для еврейского населения отдельный район города. Так появилось первое в мире официально организованное гетто. В те времена Венеция была одним из крупнейших торговых центров Европы. Сюда приезжали купцы со всего Среднеземноморья, а вместе с ними переселялись люди самых разных национальностей и религий. Среди них были и евреи, многие из которых бежали от преследований в других странах Европы. С одной стороны, Венеция нуждалась в их знаниях, торговых связях и финансовом опыте. С другой стороны, власти стремились контролировать жизнь иноверцев. В результате было принято компромиссное решение. Евреям разрешили жить и работать в городе, но только в специально отведенном районе. Место выбрали не случайно. Этот участок Канареджо был окружен каналами и соединялся с остальной частью города всего несколькими мостами. На ночь ворота закрывались, а охрана следила за тем, чтобы жители не покидали район до утра. Днем они могли свободно заниматься торговлей и ремеслом. Несмотря на ограничения, жизнь здесь не остановилась. Наоборот, со временем гетто стало удивительно многонациональным местом. Здесь жили евреи из Германии, Италии, Испании, Португалии и Османской империи. Каждый народ привозил свои традиции, язык и культуру. Число жителей постоянно росло, а свободного места почти не было. Поэтому дома здесь начали строить вверх, а не вширь. Именно поэтому в этом районе можно увидеть необычные высокие для Венеции здания. Некоторые достигают 7 этажей. Для XVI века это были настоящие небоскребы. Со временем территория гетто несколько раз расширялась. Появились районы, которые получили названия Гетто Нуово, Гетто Векьо и Гетто Новиссимо. Что интересно, Гетто Нуово, то есть новое гетто, на самом деле является самой старой частью этого района. Здесь были построены синагоги, школы, мастерские и торговые лавки. Несмотря на все ограничения, еврейская община стала важной частью жизни Венеции и внесла огромный вклад в развитие торговли, культуры и науки города. В 1797 году в Венецию вошли войска Наполеона. Ворота гетто были уничтожены, а обязательное разделение жителей было отменено. После почти 300 лет существования район перестал быть закрытым. Сегодня это тихий и очень атмосферный уголок Венеции. Здесь по-прежнему работает еврейская община. Сохранились исторические синагоги, музеи и памятники, напоминающие о непростой, но удивительной истории этого места.
Гуляя по Венеции, невозможно не поговорить о том, что уже много веков является одним из главных символов этого города – о гондолах и гондольерах. Сегодня многие воспринимают гондолу как романтический аттракцион для туристов, но на протяжении столетий это был самый обычный городской транспорт. До появления моторных лодок именно на гондолах жители Венеции ездили на работу, в гости, на рынки и по своим повседневным делам. По сути, это были венецианские такси своего времени. История гондолы насчитывает более 800 лет. Первые упоминания о ней относятся еще к XII веку. Со временем лодка постепенно меняла свою форму, пока не приобрела тот облик, который мы видим сегодня. На первый взгляд может показаться, что все гондолы одинаковые, но на самом деле это настоящие инженерные шедевры. Каждая лодка изготавливается вручную из нескольких видов дерева и состоит из сотен деталей. Есть еще один интересный факт. Если внимательно посмотреть на гондолу, можно заметить, что она немного асимметрична. Одна сторона слегка отличается от другой. Это сделано специально, чтобы лодка могла двигаться прямо, несмотря на то, что гондольер гребет всего одним веслом. А теперь обратите внимание на металлический гребень на носу лодки. Он называется ферро. Многие туристы считают его просто украшением, но у него есть и практическая, и символическая роль. Он помогает уравновешивать вес гондольера, который стоит сзади, а его форма напоминает саму Венецию. 6 выступов спереди символизируют 6 исторических районов города, а изгиб напоминает форму Гранд-канала. Не менее интересна и профессия гондольера. Со стороны может показаться, что все просто – стой себе на корме и греби. Но на самом деле стать гондольером очень непросто. В Венеции действует ограниченное количество лицензий – около 400. Кандидаты проходят несколько месяцев обучения, сотни часов практики и сдают серьезные экзамены. Нужно не только мастерски управлять лодкой в узких каналах, но и знать историю Венеции, ее достопримечательности и даже иностранные языки для общения с туристами. Многие гондольеры продолжают семейную традицию и идут по стопам своих отцов и дедов. Поэтому среди местных жителей эта профессия считается очень престижной и уважаемой. А еще это довольно тяжелый труд. Целый день стоять на ногах, управлять тяжелой лодкой и лавировать в узких каналах, и при этом оставаться приветливым с пассажирами – задача не из легких. Продолжая нашу прогулку по лабиринту венецианских улочек, мы подходим к одному из самых необычных и фотогеничных мест города – Палаццо Конторини дель Бовола. Название Бовола в переводе с венецианского диалекта означает «улитка», и стоит лишь взглянуть на это здание, чтобы понять почему. Главная его особенность – удивительная винтовая лестница, которая словно закручивается вокруг башни, напоминая раковину улитки. Дворец был построен в конце XV века для влиятельной семьи Конторини, одного из самых известных аристократических родов Венеции. В те времена богатые семьи стремились подчеркнуть свое положение не только роскошью интерьеров, но и необычной архитектурой. Именно поэтому к уже существующему дворцу была пристроена эта впечатляющая башня с открытой лестницей. Долгое время это место оставалось скрытым от большинства туристов. Дворец находится буквально в нескольких минутах ходьбы от площади Сан-Марко, но спрятан среди узких переулков так хорошо, что многие проходят мимо, даже не подозревая о его существовании. А теперь мы отправляемся к одной из самых красивых и романтичных церквей Венеции – Санта-Мария-дей-Мираколи. Ее название переводится как «Святая Мария чудес», и уже много веков это место окружено легендами и историями о сбывшихся желаниях.
Церковь была построена в конце XV века и считается настоящей жемчужиной венецианского ренессанса. В отличие от многих храмов Венеции, ее фасад полностью облицован разноцветным мрамором. Белый, розовый и серый камень создают впечатление, будто перед нами не церковь, а драгоценная шкатулка. Причиной строительства храма стала икона Девы Марии, которая по преданию обладала чудотворной силой. К этому образу приходили жители города, молились, просили о помощи и рассказывали о происходивших чудесах. Со временем поток паломников стал настолько большим, что было принято решение построить для иконы отдельную церковь. Особое внимание привлекает ее необычная архитектура. Здание напоминает небольшой дворец, а не традиционный храм. Внутри церковь украшена резным мрамором, росписями и изящным деревянным потолком, который сохранился практически без изменений уже более 500 лет. Санта-Мария-дей-Мираколе часто называют одной из самых женских церквей Венеции. Конечно, официально такого статуса у нее нет, но среди местных жителей и гостей города давно существует поверье, что сюда особенно хорошо приходить женщинам и девушкам, чтобы попросить о любви, семейном счастье, гармонии и исполнении самых сокровенных желаний. Верить в легенды или нет, каждый решает сам, но атмосфера здесь действительно особенная. Возможно, дело в красоте храма, возможно, в многовековой истории, а может быть, в тысячах надежд, которые люди приносили сюда на протяжении столетий. И если вы сейчас смотрите это видео, давайте сделаем небольшую паузу. Загадайте желание, самое важное, самое искреннее, то, о котором знаете только вы. Кто знает, возможно, именно Венеция станет тем местом, где оно начнет сбываться. Пишите в комментариях, если вы загадали желание. Пусть оно тихо начнет свой путь к исполнению. А вот и он, главный символ и сердце Венеции – легендарный мост Риальто. Этот каменный гигант расположен в самом центре города и соединяет районы Сан-Марко и Сан-Поло. Сегодня через Большой канал перекинуто несколько мостов, но почти 300 лет Риальто оставался единственным пешеходным мостом через главную водную артерию Венеции. Раньше на этом месте стояли деревянные переправы. Они неоднократно горели, разрушались во время наводнений и не выдерживали огромного потока людей. В конце XVI века власти решили построить что-то по-настоящему надежное и долговечное. Был объявлен конкурс, в котором участвовали самые известные архитекторы того времени. Среди них был даже Микеланджело, но победил проект Антонио де Понте. Строительство началось в 1588 году. Многие специалисты считали проект слишком смелым и были уверены, что мост рано или поздно обрушится. Чтобы удержать огромную каменную конструкцию, строители вбили в дно канала около 12 тысяч деревянных свай. Удивительно, но большая часть этих свай сохранилась до наших дней. Находясь под водой, практически без доступа кислорода, древесина со временем стала невероятно прочной.
Главная особенность моста – его огромная каменная арка, длиной почти 30 метров. Для своего времени это было настоящее инженерное чудо. А еще прямо на мосту разместили 24 торговые лавки. Когда-то здесь продавали ткани, специи и драгоценности, а сегодня туристы покупают сувениры, украшения и знаменитое муранское стекло. Название Риальто происходит от слов «риво альто», что означает «высокий берег». Именно эта часть города считалась одной из самых безопасных во время наводнений, поэтому здесь постепенно сформировался главный торговый центр Венеции. Рядом с мостом до сих пор работает знаменитый рынок Риальто, которому уже почти что 1000 лет. Этот шедевр инженерной мысли стоит здесь уже более 400 лет. Он пережил войны, наводнения и миллионы посетителей, но по-прежнему остается одним из самых красивых и узнаваемых мостов в мире. А с его вершины открывается один из лучших видов на Большой канал и дворцы, которые выстроились вдоль его берегов. Если присмотреться к витринам вокруг Риальто, невозможно не заметить еще один символ Венеции – знаменитые венецианские маски. Они продаются здесь буквально на каждом шагу. Для многих туристов маска становится главным сувениром из Венеции. Первые венецианские маски появились еще несколько столетий назад. Изначально они были вовсе не украшением для праздников. Маски позволяли скрыть свою личность, а значит стирали границу между богатыми и бедными, знатными людьми и простыми горожанами. Надев маску, человек мог свободно общаться, посещать праздники и даже делать то, что в обычной жизни считалось неприемлемым. Особую популярность маски получили во время знаменитого венецианского карнавала. Существует несколько традиционных видов масок. Самая известная – баута. Ее необычная форма позволяла есть, пить и разговаривать, не снимая маску. Еще одна знаменитая маска – вольта, с белым гладким лицом, которая сегодня считается классическим символом Венеции. А маску Моретто когда-то носили знатные венецианки. После прогулки по венецианским улочкам и каналам самое время сделать небольшую остановку и перекусить. Я как раз хочу вам показать одно место, которое стало для меня настоящим открытием Венеции. Заведение называется Дальморос. Это небольшое место с пастой на вынос, и почти всегда здесь есть очередь. Но пугаться не стоит, двигается она очень быстро и все очень организованно. Люди буквально за несколько минут уже оказываются внутри и делают заказ. Порции здесь большие, и это приятно удивляет. Я брала пасту с креветками, и она была очень вкусная. Свежая, горячая, с насыщенным соусом и щедрой порцией морепродуктов. И вот я выхожу на одну из самых знаменитых площадей в мире – площадь Сан-Марко. Это место часто называют гостиной Венеции, потому что именно здесь веками проходила вся жизнь города, от торжественных церемоний до политических событий и народных праздников. И куда бы ты ни посмотрел, вокруг тебя буквально оживает история. Первое, что сразу привлекает внимание, это высокая кирпичная колокольня Сан-Марко – Кампанила. Ее высота почти 100 метров, и она на протяжении веков служила ориентиром для моряков, входящих в лагуну. С ее вершины открывается панорамный вид на всю Венецию, острова и Адриатическое море. Интересно, что оригинальная башня внезапно обрушилась в 1902 году. Это произошло буквально за несколько секунд и обошлось без человеческих жертв. Жители Венеции приняли решение восстановить ее в первозданном виде и на прежнем месте, и сегодня мы видим почти точную копию исторической колокольни. Рядом находится главный символ площади – собор Святого Марка.
Это не просто храм, а уникальное сочетание византийской, готической и восточной архитектуры, украшенное мрамором и тысячами золотых мозаик. История собора начинается в 828 году, когда венецианские купцы отправились в Александрию и тайно вывезли оттуда мощи святого Марка. По легенде, чтобы избежать проверки на таможне, они спрятали реликвии среди свиных туш и таким образом доставили их в Венецию. С этого момента святой Марк стал покровителем города, а его мощи были помещены в собор, который со временем превратился в духовный и политический центр Венеции. Но не менее интересна и история трофеев, которые украшают фасад собора. После Четвертого крестового похода в 1204 году венецианцы вывезли из Константинополя множество ценностей, включая знаменитую бронзовую квадригу – 4 лошади, которые сегодня стоят над входом. Согласно наиболее распространенной версии, при транспортировке из Константинополя скульптуры были частично разобраны. Головы могли быть отделены от тел, чтобы безопаснее и удобнее перевести массивные бронзовые элементы морем. Уже в Венеции их снова собрали и установили на фасад собора. Именно декоративные элементы, такие как массивные ошейники и соединительные детали, скрывают места стыков и реставраций, благодаря чему фигуры выглядят цельными. Сегодня оригинальные лошади находятся внутри собора для сохранности, а на фасаде установлены копии. Эти скульптуры прошли через века империи и путешествия, став одним из самых узнаваемых символов Венеции и ее богатой истории. Прямо здесь, на площади Сан-Марко, невозможно не заметить еще одно здание, которое сразу притягивает взгляд. Это дворец Дожей. Это одно из самых важных и символичных зданий всей Венеции. Именно отсюда на протяжении веков управляли Венецианской республикой, которая в свое время была одной из самых могущественных морских держав Европы. Здесь жил Дож, главный правитель Венеции. Но это не была привычная королевская власть. Дож был скорее избирательным лидером, а реальная власть распределялась между советами и структурами республики. И все ключевые решения от торговли до войны принимались именно в этих стенах. Снаружи дворец выглядит почти невесомым. Ажурные арки, легкие колонны и розово-белый мрамор создают ощущение, будто здание не из камня, а из кружева. Но за этой красотой скрывалась одна из самых строгих и сложных политических систем своего времени. Дворец построили в IX веке, и с тех пор он много раз перестраивался после пожаров и расширения власти Венеции. Он приобрел свой нынешний вид в XIV-XVI веках, когда республика находилась на пике своего богатства и влияния. У этого здания есть и мрачная сторона. Именно отсюда вели заключенных через знаменитый мост вздохов в тюрьмы. По легенде, именно в этот момент они в последний раз видели Венецию и вздыхали, прощаясь со свободой. Внутри дворца находятся огромные залы с гигантскими картинами венецианских мастеров, где когда-то проходили заседания советов и суды. Если повернуться ближе к воде, то можно увидеть две знаменитые колонны. На одной из них возвышается крылатый лев, символ святого Марка и самой Венеции, а на другой святой Теодор, один из ранних покровителей города, стоящий на побежденном крокодиле. Раньше именно между этими колоннами проводились официальные церемонии, а в более мрачные времена здесь даже совершались публичные казни. Поэтому сегодня считается плохой приметой проходить прямо между ними. Местные стараются обходить это пространство. Мало кто знает, что буквально в нескольких шагах от площади Сан-Марко находятся Королевские сады. На фоне шумной и всегда многолюдной Венеции это настоящий оазис спокойствия. Здесь можно ненадолго сбежать от толпы туристов, отдохнуть в тени деревьев и просто насладиться тишиной, что для центра Венеции большая редкость. Сады были созданы в начале XIX века по приказу Наполеона, а сегодня это один из самых приятных зеленых уголков города.
Дальше я продолжаю прогулку в сторону района, куда добирается уже гораздо меньше туристов. Здесь Венеция постепенно становится тише, спокойней, и вместо шумных улиц появляются широкие набережные и зеленые пространства у воды. Первое место на этом маршруте – сад Маринаресса. Это небольшой современный парк у лагуны, созданный как открытое пространство для отдыха и искусства. Здесь часто устанавливают скульптуры и арт-объекты в рамках Венецианской биеннале. С одной стороны вода и виды на лагуну, с другой – современная Венеция, спокойная и очень атмосферная. Сейчас мы проходим мимо общественных садов Венеции, которые также известны как сады биеннале. Это большой зеленый парк в районе Кастелло, созданный еще при Наполеоне. Сегодня здесь расположены павильоны Венецианской биеннале. Далее мы направляемся в парк памяти. Это уже гораздо более просторный зеленый парк на острове Святой Елены. Его создали в память о погибших в Первой мировой войне. Сегодня это один из самых больших зеленых парков в исторической Венеции. Здесь есть длинные аллеи, высокие деревья, детские площадки и места для отдыха у воды. И самое главное, здесь почти нет туристов. Это место, куда приходят местные жители, чтобы просто погулять, подышать воздухом и отдохнуть от центра города. После шумной Венеции это ощущается как совершенно другой мир, спокойный, зеленый и очень живой. Уже по дороге обратно в центр Венеции я случайно набрела на памятник Джузеппе Гарибальди. Это один из главных героев, который объединил Италию. Монумент прячется в уютном зеленом сквере. Там так тихо и спокойно, что даже не верится, что мы в Венеции. А в маленьком пруду у фонтана живут настоящие черепашки. Это просто полнейший восторг и очень милая деталь. На этой теплой ноте наше венецианское приключение заканчивается. Мы с вами увидели и главные достопримечательности, и те секретные уголки, куда почти не заглядывают туристы. Если вам понравилась эта прогулка, поддержите меня лайком, подпиской и добрым словом в комментариях. Нас ждет еще очень много классных путешествий. Спасибо, что вы были со мной, и отличного вам дня!